Всех приветствую в этот замечательный пасмурный день из Китая. Я надеюсь, вы соскучились по перетягиваниям, но сегодня не совсем перетягивание. Сегодня встретятся два таланта, а именно два силача. Один — это Mercedes C200, другой — это Skyboard B40. Кто кого? Бензин или электричество? Машина или электроскутер? C200 или BR40? Поехали! Сейчас мы находимся на заброшенной трассе для картингов. Раньше здесь были картинги, потом они, видимо, обанкротились и куда-то пропали, а эту зону до сих пор не начали застраивать. И это большая редкость в Китае. Именно поэтому я из окна своего дома просто увидел эту зону и такой смотрю, а там ни охраны, ничего. Я сюда приехал и решил снять это видео. И теперь на ближайшее время у меня есть такая вот отличная площадка для того, чтобы снимать крутые ролики. Поэтому оставляем свои мысли в комментариях. С одной стороны у нас Mercedes C200. Это больше, чем 1,5 тонны веса. Это 184 лошадиные силы. Это бензин, задний ход и коробка автомат. Мне кажется, это более чем достойный соперник для нашего силача. Посмотрим, что у нас в другом углу. В другом углу у нас всеми уже любимый и знакомый на этом канале Skyboard BR40 3000 Pro. 45 км в час максимальная скорость, вес около 120 кг, мощность 3000 Вт и грузоподъемность 240 кг. Посмотрим, что он может предъявить нашему именитому сопернику. Сейчас происходит битва взглядов. Вы посмотрите, как они смотрят друг на друга. Это традиционный момент на нашей рубрике перетягивания. И давайте просто минуту тишины. Они должны разозлиться друг на друга. Я пойду. И вот что мне сейчас в ходе этой подготовки пришло в голову. А может быть, попробовать действительно перетаскивание. То есть как минимум сдвинуть машину с места, хотя бы на тормозах. Если уж не включать привод, то хотя бы на тормозах. Давайте попробуем, просто ради интереса. А потом уже потащим Mercedes на буксире. Вот такая веревочка у нас сегодня, поплотнее, чем обычно. В прошлых роликах мы какие-то шнурки использовали в перетяжке электроскутеров, но в этот раз мы возьмем такую помощнее, потому что у нас сегодня машина в студии. Что хочется сказать, обвязываю я ее вокруг багажника, вокруг корзины нашей, и это еще одна проверка, как бы не оторвется ли корзина вообще, насколько прочно здесь крепление, насколько хороши сварные швы, что они выдержат нагрузку именно в плане перетягивания. И уж я точно знаю, что некоторые фермеры используют BR-трайк для того, чтобы перевозить какие-то грузы. Я имею в виду тележку, вполне можно прицепить на двух колесах. Такая для машины тележка, она вполне сгодится для перевозки какого-то там, не знаю, зерна, дров, угля или еще чего-то. Этот трайк вам поможет в этом очень здорово, потому что его не нужно заправлять, в отличие от трактора. Двигатель справляется, он довольно мощный, он даже мощнее, чем нужен на таком небольшом электроскутере, и поэтому он вполне потянет помимо вас, помимо вашего друга, который сидит сзади, еще и прицеп с чем-нибудь. Вы чувствуете эту мощь, вы видите эту пыль, эту грязь. Она здесь не просто так, она придаст ему сил. А еще она здесь, потому что в Китае сезон дождей, и мне не хочется его мыть, пока он не закончится. Кстати, по поводу дождей, видео уже вышло, и вы можете посмотреть его на этом канале электроскутеры Skyboard. Кстати, подписывайтесь и ничего не пропустите. Ну что, дорогие друзья, мы затянули пояса покрепче, и давайте попробуем сначала на тормозах. Вдруг мы сможем и так подвинуть.
Зацепился я за крючок для багажника. Если честно, я не нашел ничего умнее, потому что других вариантов у меня, собственно, не было. Такие машины на автомате нельзя таскать на буксире, именно поэтому мы сегодня ее не тащим, а пытаемся сдвинуть. Но для начала сдвигаем на тормозах и посмотрим, не сгорит ли у нас вообще BR40. И... Опа! Я слышу, как трещит мотор. Ребята, это... И у нас порвалось. Да, сейчас завяжем его и будем еще раз пробовать. Так, попробуем еще раз. Ладно. Если честно, я не до упора вкручивал газ, то есть пару раз до упора, но начинал скрипеть багажник у машины, начинал скрипеть мотор у BR40. И как минимум в этом плане мы узнали, что если что-то цеплять за багажник, он не слетит, это во-первых. Во-вторых, мы узнали, что электромотор не сгорит даже при таких нагрузках, когда вы не можете сдвинуться с места. Поэтому давайте все-таки включим нейтралочку и попробуем покатить Mercedes. Легонечко нажимаем на газ. Естественно, ага, были нажаты тормоза. Машина тащится. Машина тащится, но я очень жалею мотор, чтобы не порвать тросы. И мы едем. Мы едем. И я думаю, с нас хватит. Я думаю, что этого достаточно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что машины на автомате нельзя буксировать. Именно поэтому мы сегодня целью поставили именно сдвинуть машину, а никак не буксировать ее в автоцентр. Если вот эта малышка нежненькая сломается, то что будем делать тогда? В скайборде я как бы был уверен, что ничего не сгорит и так далее, тем более мы на электродвигателе, а не на мотор-колесе, именно поэтому я выбрал именно BR Trike, потому что здесь мотор такой основательный, электродвигатель, которому как бы хоть дождь, хоть снег, хоть что. Я вас прошу, оставьте свои комментарии, что было не так в этом видео, чего не хватило, что можно сделать, и вообще все свои идеи оставляйте в комментариях. Я их обязательно прочитаю, и может быть что-то я выберу для следующих видео, потому что по поводу этой рубрики у меня еще грандиозные планы. Это только начало, ребята. Естественно, вы захотите, чтобы я буксировал ее куда-то далеко, поэтому оставляйте комментарии, я найду обязательно коробку механику, если вы оставите свои комментарии по этому поводу. Единственное, что хотелось бы напомнить, это сайт skyboard.store. Заходим, смотрим все подробные характеристики вот этой малышки и не только, и других малышек. А также вот в этом списке городов ищем магазин наших дилеров. Если вы живете в этом городе, вы приходите, смотрите, тестируете и только потом покупаете наш электроскутер. Поэтому я с вами не прощаюсь. Увидимся в новых выпусках. И, пожалуйста, пишите свои комментарии по поводу своих идей. Skyboard.